Чуть больше месяца назад у нас появилось вот это чудо. Это западно-сибирская лайка. Это собака, которая предназначена для охоты, но я взяла ее для себя как собаку-компаньона. Многие стали писать, что рано или поздно твоя собака от тебя убежит, что-нибудь случится. Так вот, каждый собачник, который выезжает на природу, либо находится где-то в городе, хотел бы всегда знать, где находится его собака. Бывают такие случаи, когда в городе собака убегает. Бывают случаи, когда собак воруют и в городе, и где-то на природе. Чтобы это предотвратить, первое, что вы можете сделать, это, конечно, чипировать свое животное, чтобы если когда-либо оно попадет в руки в какую-то ветеринарную клинику, был установлен владелец. Однако для таких любителей активного отдыха, как я, будь то охота, рыбалка, туризм, были придуманы специальные ошейники для собачек, при помощи которых можно отследить их местоположение. В моих руках коробка от ошейника Tracker Solo Artelf. Коробочка идет вот здесь вот на магнитике, на ней написаны некоторые технические характеристики и особенности нашего GPS-ошейника. И весь комплект прячет вот такая вот накладка, которую мы убираем и видим, что лежит внутри. Очень часто я говорю, что в принципе и так можно разобраться методом тыка в том или ином устройстве, но здесь я рекомендую обязательно изучить инструкцию по эксплуатации, которая идет в комплекте, она на русском языке, и здесь абсолютно досконально и четко все понятно написано. Внутри можно найти блоки для зарядки, и в комплекте есть два разных кабеля, поэтому два устройства можно будет заряжать одновременно. Такая маленькая плотва на целых 2 кукурузы. Чтобы зарядить базовую станцию GPS-ошейника, потребуется вот такой кабель. А вот чтобы зарядить сам ошейник, потребуется вот такой, со специфическим разъемом. Для базы в комплекте есть яркий чехол и шнурок для подвешивания на руку или переноса на шею. Сам трекер. Кстати, у трекера внутри установлена карта памяти 512 мегабайт и, конечно же, сам аккумулятор. Для базы есть вот такая вот антенна. И, конечно же, в комплекте идет сам ошейник. Сам ошейник у нас оснащен еще и дополнительными функциями. Это вибрацией и возможностью удара током. Устройство комплектуется специальными контактами, которые устанавливаются на сам ошейник, они с уплотнителями, и они проводят ток. Мне очень понравилось, как была посылка упакована, очень понравилась коробка, очень ярко, красочно, и, конечно же, понравилась хорошая комплектация данного устройства. Само изделие сделано из прочного противоударного пластика. Чехол не скрывает все необходимые для эксплуатации элементы данного девайса. Кнопки все открыты, экран полностью открыт, антенну можно установить. Сзади на устройстве есть специальная клипса для фиксации изделия на ремне. Внизу специальной крышечкой уплотнителем закрывается разъем для зарядки. Чехол имеет противоскользящую поверхность, и его удобно удерживать в руках. Антенна со стандартной резьбой. Для эффективной работы рекомендуют, конечно же, использовать только оригинальную антенну. Антенна накручивается на устройство по часовой стрелке. Длинная для максимально дальней связи с ошейником. Никогда не удерживайте антенну за верхнюю часть. Всегда держите сам трекер в руках. На дисплее наклеена защитная пленка. С правой стороны находится кнопка включения трекера. Чтобы его включить, необходимо удержать кнопку. Чтобы выключить, снова подержать несколько секунд. Кнопка ОК – это подтверждение действия. Это джойстик. Для быстрого доступа к компасу необходимо нажимать вот эту кнопку. Слева от нее находится кнопка быстрого доступа к функциям устройства. Справа кнопка назад. Вот это колечко прячет аккумуляторный отсек. Чтобы открыть этот отсек, необходимо повернуть кольцо вправо по часовой стрелке.
Внутри изделия прячется аккумулятор. Единственное, что вам потребуется для того, чтобы аппарат работал максимально эффективно, это 2 сим-карты. Чтобы установить сим-карту в датчик, необходимо вытащить батарейку. Здесь прячется microSD 512 мегабайт. Внутри указан серийный номер изделия. Устанавливаете сим-карту и возвращаете microSD. Плюс и минус также указаны, поэтому мы смотрим на батарейку и устанавливаем ее в трекер. Закрываем крышку нашего трекера. Комплектный шнурок фиксируется внизу устройства. Кстати, вот это устройство GPS-антенна, а вот это радиоантенна. Также и в ошейнике есть GPS и радиоантенна. Это радио, а это GPS. В ошейнике световозвращающая лента. Обращу ваше внимание, что он подходит не только для собак крупных пород, но и для маленьких. И даже для нашего щенка. Здесь также серийный номер изделия. Сюда вкручиваются контакты для работы тока. Рядом с ними кнопка включения. Однако прежде чем включать устройство, нужно установить в него сим-карту. Для этого необходимо выкрутить 2 винта, которые находятся под гнездами зарядки. Выкрутили мы заглушку, и сейчас вот в это вот место устанавливаем сим-карту и защелкиваем ее внутри. После чего вот эта вот заглушка возвращается обратно. Здесь 2 винта, и сама заглушка прорезинена вот здесь, чтобы внутрь, там где стоит сим-карта, не попадала вода. Сим-карта установлена, и в самом датчике, и в самом ошейнике остается, естественно, установить программу на свой смартфон. И, конечно же, она у меня уже установлена. Программа есть как для системы Android, так и для системы iOS. Так вот выглядит ее значок. Вот так вот она открывается. Включается GPS и видно наше местоположение. Следующее, что нам нужно сделать, это связать все 3 устройства между собой. Включить ошейник. При включении на ошейнике должны загореться красный и зеленый индикаторы. Включаем базовую станцию. В базовой станции есть меню, компас, ошейники, частота обновления, дрессировка, вибро, запись звука, GPS-статус, настройки и общая информация. Нам нужно подключить ошейник, активировать его. Сама базовая станция подсказывает нам, что для того, чтобы добавить ошейник, нужно удерживать кнопку включения на нем 2 секунды. Сделаем это. Базовая станция сразу соединилась с ошейником. Высветилось его ID. И мы нажимаем кнопку ОК и соединяем станцию с нашим ошейником. В настройках сие устройства нам предлагают калибровку компаса, сменить ID, установить время и дату, которые, кстати, сразу были установлены, ведь базовая станция соединяется с GPS, режим компаса выбрать, установить язык и восстановить стандартные настройки. В режиме настроек можно установить частоту обновления. Первоначально здесь в базовых установках установлено 2,5 секунды, есть 5 секунд, 10 секунд, 30 секунд, 1 минута, 5 минут. В зависимости от того, сколько времени занимает частота обновления, будет садиться ошейник и базовая станция. Давайте в приложении также попробуем добавить ошейник. Выходим в список животных в приложении. Здесь у нас высвечивается база. И теперь отображает то, где находится собачка. Остается одеть ошейник на собачку.
пока он немножко отдыхает и пока он никуда не пошел, я приняла решение рассказать немножко о характеристиках базовой станции и ошейника. Мощность изделия составляет целых 2 ватта, что позволяет обнаруживать животное на расстоянии 15 тысяч метров в условиях практически прямого эфира с частотой обновления 2,5 секунды. Дистанция радиоканала в условиях равнины до 6000 метров. И дистанция в холмистой и лесной местности до 4000 метров, 4 километров. В качестве систем для позиционирования используются GPS, GLONASS и BeiDou. Это американская, российская и китайская система слежения при помощи спутников. Наша собачка, как всегда, пошла обследовать обстановку. Сейчас есть 2 варианта того, как его обнаружить. Первый вариант – это посмотреть, куда направляется собачка по компасу, который здесь установлен. Сам трекер показывает состояние зарядки ошейника собаки. А собака находится сейчас на расстоянии от нас в 32 метрах. Кроме того, у нас же установлено приложение, и мы можем посмотреть, куда он пошел и что он делает при помощи этого приложения. Вот он продвигается. Самое интересное, видите, он идет. Куда он там пошел исследовать в эту траву и что? Оп, идет к дороге, видите? Хоп, вышел на дорогу. Посмотрим, отреагирует он на мой зов или нет. Нет. Дым! 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 Дымок! Ему пофиг, понимаете? Именно поэтому этой собаке нужен такой ошейник, чтобы его не потерять, и чтобы его никто не украл. Здесь еще у ошейника есть такая функция, которую можно установить. Это оповещение о том, что собака остановилась. То есть теоретически, если кто-то захочет его стырить, или она где-то остановится, нам сразу система об этом оповестит. Ну, а я продолжаю ловить рыбку. Карты в эти устройства мы тоже устанавливали не просто так. Со своего смартфона можно позвонить на ошейник и послушать, что же происходит прямо сейчас у вашей собачки. Кроме того, при помощи вот этой вот станции можно сделать запись того, что происходит вокруг собачки. И вот собака сейчас ушла на расстояние почти 50 метров, и я ему сейчас позвоню. И как он поднимет? И что, не поднимает? Следите за тем, чтобы также была правильно установлена сим-карта, потому что изначально мы неправильно сюда установили сим-карту, и у нас не было соединений из интернета. Когда я звонила на ошейник собачки, у меня он не поднимал телефон, и я не могла послушать, что происходит. Когда все установили, все, можно собачке прямо со своего телефона позвонить и услышать в прямом режиме, что у него происходит. Кстати, ошейник также оснащен возможностью дрессировки собаки при помощи вибрации и электрического тока. Электрический ток мы не будем использовать, а вибрацию можем попробовать. Вам нужно выйти вот сюда, вот в этот интерфейс, выбрать режим подсветка и вибрация, выбрать название ошейника, имя собачки, в данном случае у меня, и выбрать уровень вибрации. Всего 3 уровня вибрации: слабый, средний и сильный. Время работы ошейника составляет до 30 часов. Время работы базовой станции составляет 20 часов. Температура эксплуатации одного и второго устройства составляет от минус 20 градусов до плюс 80. Кстати, базовая станция весит всего 220 грамм, а ошейник 310. Моему щенку 3,5 месяца, и весит он 12 килограмм 800 грамм. Никакого дискомфорта при ношении ошейника он не испытывает, и он даже с ним может спать. И у базовой станции, и у ошейника есть защита класса IPX7. Водонепроницаемый до 1,5 метров, пылезащитная. И в базовой станции, и в ошейнике стоят аккумуляторы, стандартные батареи, которые всегда можно заменить или иметь в комплекте запасные. В ошейник устанавливается нано-сим, базовую станцию микро-сим. В мобильном приложении можно увидеть, где находится собака.
Отображается он фото и с кличкой, которой я его отметила. И сейчас мне показывает, что собака находится на расстоянии 3 метров. Кроме того, мне показывает, сколько заряда осталось в ошейнике. В приложение можно добавить несколько ошейников, это если у вас несколько собачек. Ну а здесь приложение отрисовало, чем занимается моя собака, пока я сижу и ловлю рыбу, где он непосредственно ходит. Вот так вот он ходит, гуляет, что-то все время исследует. Если вот здесь вот нажать play, мы просто сможем увидеть то, как двигалась собачка и куда он ходил. Показывает, на сколько метров он отходил, сколько было время, какая была дата. Можно скачать офлайн карты для того, чтобы использовать приложение в том случае, если у вас не будет интернета. В приложении можно запомнить какие-то путевые точки, которые вы хотите посетить, которые посещали и хотите запомнить. Можно послушать, что происходило рядом с собакой. И, конечно же, увидеть версию приложения. Причем эту версию ее можно периодически обновлять посредством сети интернет. Я считаю, что такой ошейник целесообразен для использования не только охотниками, но и простыми рыбаками, туристами и людьми, которые всегда хотят знать, где находится их питомец и не хотят его потерять. Причем использование такого ошейника целесообразно не только на природе, в лесу, но и, конечно, в городе. Вот так вот выглядит станция в темное время суток. Собачка вот находится в 6 метрах от нас. Сегодня целый день был практически включен ошейник. И он практически не сел. Сейчас я хочу показать, как работает LED-подсветка ошейника в темное время суток. Для того, чтобы ее включить, нам необходимо послать сигнал подсветки на ошейник. Смотрите, ребят, как работает подсветка в темное время суток. Моргают у него огонечки на шее. В ответе за тех, кого мы приручили. Поэтому для своей собаки мы взяли вот такой вот ошейник с такой базовой станцией. И я думаю, что мы никогда об этом не пожалеем. Но если вы хотите точно такой же, то купить его можно на сайте Artelf. Но ссылочку я оставлю, конечно, в описании. Берегите себя, берегите своих четвероногих друзей. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Конечно, следите за обновлениями. Всем ни хвоста, ни чешуи. Пока, друзья.